Посуда из алюминия – вред или польза? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Неприхотливая и долговечная утварь из алюминия снискала себе заслуженное уважение у нескольких поколений. Относительно недорогие кастрюли, ковшики, кувшины с удовольствием покупались еще нашими бабушками и по сей день верой и правдой служат своим хозяевам. Основным свойством алюминия является очень быстрое окисление. Любой алюминиевый кусочек в результате взаимодействия с окружающим нас кислородом немедленно покрывается тонкой, невидимой глазу пленкой. Эта пленка предохраняет металл от коррозии, то есть он не ржавеет. Более того, на производстве алюминиевые изделия подвергают дополнительному анодному оксидированию. Проще говоря, с помощью специального технологического процесса утолщают и закрепляют защитную пленку. Этот защитный слой не дает возможности пище соприкасаться с самим металлом. Основные плюсы алюминиевой посуды – легкость, стойкость к коррозии, высокая теплопроводность, низкая стоимость. У современной алюминиевой посуды свойства отличаются, что зависит от состава сырья. Для производства кухонных предметов используют первичный металл марки А5. Пищевой алюминий в чистом виде обладает отличной теплопроводностью, но он очень мягкий. Для придания изделиям прочности в металл добавляют дополнительные элементы. Получившиеся сплавы АК7, АК9 и другие безопасны для здоровья, при этом сохраняют полезные свойства алюминия. Алюминиевый чугун. Сплав унаследовал лучшие свойства двух металлов – теплоемкость, стойкость к коррозии. Из сырья изготавливают толстостенные кухонные предметы – казаны, сковороды, утятницы. Важно! Польза алюминиевого чугуна заключается в том, что кухонный предмет получается легкий. Одновременно сохраняются свойства чугуна – высокая теплоемкость. Приготовленная еда в алюминиевой посуде меньше подгорает, даже может короткое время остаться для сохранения. Биметаллический сплав. Сырье применяют для штамповки кухонных предметов. По сути, материалом являются листы алюминия и стали. Кастрюли, чайники, ковшики сохраняют важное свойство – теплопроводность. Однако за счет стали стенки предметов стали прочнее и менее пористые. Если говорить о старой алюминиевой посуде, вред и польза будет аналогичная, как и от новых современных кухонных приборов. Раньше для производства чаще всего использовали чистый пищевой алюминий без добавок, о чем свидетельствует быстрое появление вмятин у кастрюль при падении или ударе. Почему нельзя солить в алюминиевой посуде? Целый ряд ученых считает, что алюминий токсичен. Исследования показали, что у всех больных, страдающих болезнью Альцгеймера, выявлено повышенное содержание алюминия в тканях головного мозга. Считается, что основным путем попадания в организм этого металла является использование алюминиевой посуды. Но это вранье. Большую часть алюминия, который распыляется в воздухе, распыляют с самолетов. Более того, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами Санпин 2003 года в детских дошкольных учреждениях использование посуды из этого металла не допускается. Однако существуют и диаметрально противоположные взгляды, встающие на защиту изделий из алюминия. Причем все доводы основаны именно на наличии защитной оксидной пленки. Несмотря на разность во мнениях, обе стороны сходятся в том, что щелочная и кислая среда растворяют оксидную пленку, вступая в реакцию как с самим оксидом алюминия, так и с чистым металлом, растворяя его. Вспомните опыт из школьного курса химии, реакцию алюминия со смесью хлорида натрия, поваренной соли и медного купороса. Сульфат меди сам по себе не реагирует с алюминием, так как последний защищен прочной оксидной пленкой. Но стоит появиться раствору соли, и эта пленка разрушается под действием хлорид-ионов. Чистый алюминий больше ничем не ограничен и может вступать в реакцию с медью и водой, жертвуя при этом собственной структурой, проще говоря, растворяясь. Вне пробирки все происходит не так линейно, но аналогично. Раствор поваренной соли открывает доступ к спрятанному за оксидной пленкой алюминию, и тот начинает реагировать с веществами, входящими в состав продукта, который вы решили засолить. То есть при солении рыбы, сала, капусты в емкости образуется среда, способная спровоцировать нежелательную химическую реакцию. В результате хозяйка получит продукты с повышенным содержанием алюминия и изменившимся вкусом, а это крайне нежелательно. Чем вредна алюминиевая посуда для здоровья? Существует много мифов о вреде алюминиевой посуды для организма человека, придуманных самими людьми. Всемирная организация медиков доказала, что используемый при производстве металл не является канцерогеном.
Алюминий не вызывает онкологические заболевания. Попадание в организм металла ничтожное, и то при условии, что используется посуда без антипригарного слоя. О вреде можно говорить, если неправильно использовать кухонные предметы. При отсутствии антипригарного покрытия нельзя готовить кислые блюда. Игнорирование этого правила в худшем случае закончится пищевым отравлением. Правила использования алюминиевой посуды. Чтобы от посуды было больше пользы, чем вреда, надо уметь правильно пользоваться. Запрещено выполнять чистку абразивными средствами и мочалками, изготовленными с металлической стружки. При отсутствии защитного слоя некислую пищу можно готовить, но не хранить. Если пища подгорела, выполняют замачивание. Для мытья используют мягкую губку, гелевые средства. Лично я всегда мою посуду только хозяйственным мылом и мягкой губкой. Можно ли варить варенье в алюминиевой посуде? При варке варенья принесет посуда из алюминия вред, если отсутствует антипригарное покрытие. Во-первых, существует угроза подгорания дна. Во-вторых, фрукты выделяют кислоту, а варенье часто варят в 3-4 захода. Однако существуют быстрые рецепты. 5-минутки. Такое варенье можно сварить в любой алюминиевой миске. Можно ли солить в алюминиевой посуде? Для засолов и маринадов алюминиевые кастрюли не подходят. Овощи выделяют кислоту. Вдобавок, многие рецепты основаны на использовании уксуса. Даже солить рыбу в алюминиевой посуде нельзя. Оптимальное соление выполнять в эмалированной таре или деревянных бочках. Иногда используют емкости из пищевого пластика. Важно, некоторые хозяйки умудряются мариновать в алюминиевой посуде овощи, поместив внутрь полиэтиленовый мешок. Задумка верная, маринад остается в мешке, не контактируя с металлом. Однако при случайном повреждении полиэтилена весь продукт будет испорчен. Кислые блюда в посуде из алюминия. Контакт кислоты с алюминием заканчивается выбросом металла в пищу. Первые блюда с томатом, компот, кисель лучше варить в другой посуде. Исключением являются только кастрюли с защитным покрытием. Кислые блюда можно будет приготовить без вреда для здоровья, но для хранения его лучше поместить в другую тару. Почему в алюминиевой посуде нельзя хранить продукты? Никакой пользы алюминий на организм человека не оказывает. При длительном хранении продукт продолжает контактировать с металлом. Концентрация окисленных частиц в пище увеличивается. Приготовленное блюдо лучше сразу пересыпать в другую тару. Подводим итоги. Алюминиевая посуда еще долго верой и правдой будет служить на кухне. Химики не против приготовления в такой таре различных блюд. Главное, чтобы они не были кислыми или излишне солеными. И желательно ничего не хранить в этих емкостях. Используйте кастрюли и сковородки только для приготовления. А для засолки сала, рыбы, капусты лучше воспользоваться посудой, изготовленной из других материалов. Идеальный вариант – стекло. Также можно использовать стальные или эмалированные емкости. А если уж совсем ничего подходящего нет, просто застелите кастрюлю пакетом, подходящим для хранения пищевых продуктов. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.